Город Рязань. Да, я уже в этом старом городе, Золотое кольцо России. Я приехала в самый центр города, нахожусь у скульптуры князя Олега. Вы его все должны знать из учебников истории. И сейчас мы подходим к Кремлю. Да, это же Кремль? Да, мы уже у Кремля, сейчас будем там гулять. Планируем сходить в музей, либо это будет музей Леденца, либо музей ВДВ, либо вообще никуда не сходим. Мы идем по скверу к Кремлю, какая-то пушка, какой-то памятник. Интересно, кому? Несмотря на то, что Катя местная, на самом деле она мало что может мне рассказать про этот город. Ничего не знает. Сергей Радонежский. Так я и думала. Какая интересная инсталляция. Петушок, Рязань, родина сахарного леденца. Да, и вот там вот музей Леденца. Вход стоит 200 рублей. И мы пока думаем, идти или не идти, потому что там всего лишь 2 зала и 1 кабинет. Вот эту пушку поставили недавно, Катя говорит. Полевая пушка. Мортира какая-то. Я забыла вас познакомить с Катей. Она немного стесняется. Сегодня она иногда будет появляться в моем видео. Мы с Катей вместе работаем, правда, в разных городах. Такая вот у нас большая компания, что находится, можно сказать, по всей России. Сегодня мы с ней встретились. Пока я в отпуске, решила навестить своих коллег из города Рязань. Сегодня у меня нет никакого конкретного маршрута, где бы я обязательно должна была оказаться в Рязани. Я просто гуляю, просто смотрю различные интересные места. И Катя рассказывает мне историю этого города. Мы дошли к какой-то церквушке небольшой. Такая вот интересная часовня, да. Так я и думала. Эта часовня находится в Соборном парке отдыха, рядом с Кремлем. Кстати, это вот мозаичная картина. Мы подошли к соборной колокольне и к Успенскому собору подходим. И вот карта. Музей-заповедник Рязанский Кремль. Такой вот он в Рязани. Там виднеется Кремль. В Рязани он белый, в Нижнем Новгороде он красный. Кстати, как мне кажется, издалека стены гораздо ниже, чем в Нижнем Новгороде. Но сейчас подойдем поближе и проверим. Мы, кстати, находимся на Глебовском мосту. Катя сказала, что там вот зеленый, это такой вал, на котором летом, когда тепло, все сидят, все отдыхают, тусуются. Это колокольня, я опять забыла, как она называется, но построена она, как вы видите, в стиле классицизма. Строение конца 18-го, начала 19 века. Какая красота! Куда это мы вышли? Успенский собор. Успенский собор – это одна из главных достопримечательностей Рязани. В данный момент собор не работает, он находится на реставрации, ведь построен он был в 17 веке местным крепостным Бухвостовым. Вот, хотелось бы очень, конечно, туда зайти, но, увы, будут только красивые фоточки на память. Мы идем дальше. Вот. Стены Кремля, все-таки, как я и говорила, Кремль тут гораздо ниже по высоте, чем Нижегородский. Но, тем не менее, он очень красивый и прямо отдает стариной. Смотрите, какое интересное распятие. Тут установлено на территории и даже с черепом. И по традиции расскажу несколько интересных фактов о городе. Во-первых, город Рязань появился еще 80 тысяч лет назад до нашей эры. Раньше город носил название Переяславль-Рязанский. Первые поселения в городе Рязань появились 80 тысяч лет назад. В 19 веке правителем города был Салтыков-Щедрин.
Согласно легенде, во время Второй мировой войны немцам запретили бомбить исторический центр Рязани. Именно поэтому Кремль уцелел, и мы сейчас можем его наблюдать. В Рязани расположен единственный в стране музей ВДВ и автомобилей военных. В Рязани и в ее окрестностях расположена сеть монастырей, являющаяся самыми старинными на территории России. Вы просто не поверите, но всемирно известный бренд Max Factor появился именно в Рязани. Именно здесь был открыт первый магазин. Но после успешных продаж основатель эмигрировал в США и продолжил уже сферу деятельности там. Вот, если честно, для меня это открытие, я не знала. Архангельский собор такой небольшой. О, Господи! Какой-то салют был. Я говорю, какие-то учения. Сейчас вы можете наблюдать дворец Олега, памятник архитектуры 17-18 века. Один из самых больших гражданских построек России своего времени. В здании располагались жилые комнаты архиевреев и их служителей, хозяйские службы. Дворец возводился поэтапно. А вот это крылечко похоже на здание в Кремле Великого Новгорода, там, где снимали фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Еще одна карта. Гостиница даже тут есть. Ворота стены хозяйственной постройки Спасского монастыря. То есть вот эта стена хозяйственной постройки. Все, что осталось от пушки. Кать, куда ты меня ведешь? Ага. Пойдем. Там вообще деревянное крыльцо. А это чей? Я не знаю, что это какой-то, мне кажется, жилой вообще был, возможно. Может, хозяйство какое-то. Гостиница Черни раньше здесь была. Мы немножко замерзли и прямо в Кремле зашли попить кофе. Я взяла кофе, сосиску в тесте. Кофе стоит 95 рублей, сосиска в тесте 50. Цены тут приемлемые. В этом здании в Кремле, вот в этом и вот в этом доме Олега есть музеи. Касса находится в доме Олега. Самый дорогой билет, общий без льгот, стоит 180 рублей. Это на экспозицию как раз по дому Олега. Самый дешевый не помню сколько. И, конечно же, есть льготы для студентов, пенсионеров, инвалидов. Мы решили туда не идти, потому что в доме Олега экспозиция, посвященная концу 19-го, началу 20 века. Я именно хотела послушать про жизнь Олега, про те времена. Вот. И в музей леденца мы тоже решили не идти, потому что там все-таки 2 комнаты. Этого очень мало. За сколько? 150 рублей? 200 рублей плюс аудиогид 150, залог паспорта. Это я еще не знаю, можно ли там фотографировать и снимать. И, скорее всего, мы пойдем в музей ВДВ. Как вы уже знаете, единственный в России музей ВДВ. Смотрите, деревья, как в Кирове. Тоже замки на них все вешают, влюбленные. Если в Кирове такое дерево одно, то тут целая аллея. А кто ваш любимый поэт? Мой Есенин. И вот какой он тут огромный, распластался. Как бы обнимает нас правой рукой, а левой закуривает очередную сигару. И сейчас мы к нему подойдем, подробнее его рассмотрим. Давно тут Есенин? Это родина Есенина? Рязань. Рязань – это родина Есенина, чтоб вы знали. Конечно же, я
Не знала. Нет, на самом деле я знала, просто забыла все, как обычно. Мое слепое зрение меня подводит. На самом деле никакой сигареты у него в левой руке нет. Просто так кажется. Я тебя снимаю, конечно же. Рядом с памятником Есенина находится Преображенская церковь Спаса на Яру. Катя сказала, что она сейчас на реставрации. Была. Красивая, отреставрированная. Сюда нужно приезжать минимум дня на 2, чтобы в один из дней успеть съездить на родину Есенина. Ведь он родился в области. Еще один интересный факт о городе Рязань, что вот эта вот соборная колокольня входит в 20-ку лучших и высочайших колоколен России. Посмотрите, какой длинный у нее шпиль. 6 колоколов Рязанской церкви Богоявления были сняты во время революции и с тех пор бесследно исчезли. Население Рязани 540 тысяч человек. Это примерно как в Кирове. Но город сам по себе гораздо больше, гораздо красивее и гораздо богаче. В плане туризма, в плане культурных объектов. Смотрите, какая гостиница кремлевская. Катя говорит, что в виде яйца, а мне напоминает шапку фараона. Вот когда на них надевали такие из золота штуки. Вот. Нет, у меня с этим ассоциируется. У нас в Рязани называют яйцо ее. Так странно, гостиница Москва в виде яйца. Почему на яйцо? Почему Москва? Территория училища — это музей. У входа в музей стоят 2 танка. Да, говорят, там целых 13 залов. Я думаю, гораздо меньше. Музей истории воздушно-десантных войск. Ну что, мы уже в музее ВДВ. Тут очень интересная экспозиция, мы только зашли. Вход стоит 100 рублей обычный и 50 рублей льготный. Начинаем знакомиться с историей ВДВ. Это вот авиатор с парашютом 1912 года. Посмотрите, какие раньше были железные рюкзаки, и там были парашюты. Мне кажется, только от тяжести этого рюкзака летели вниз. Парашют Гернерена. Самолет Форман-4. Стоит отметить, что музей ВДВ открылся 28 июля 1972 года, в день 91-го выпуска молодых офицеров-десантников из Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. Зашли в продолжение осмотра и оказались вот в таком вот длинном коридоре. Тут бюсты. Только посмотрите на эти снаряды. Так жутко. Одна вот такая вот деталь может разрушить весь город. В музее на самом деле очень много экспонатов. Конечно, все я вам не покажу, но покажу только самое основное, то, что я успела заснять. А так, будете в Рязани, заходите в этот музей. Есть экспонаты, которые можно потрогать, с которыми можно сфотографироваться. Это, видимо, уже какой-то современный зал. Вот такой вот, как это называется, снегоболотоход. О, по снегу, по болоту и по земле. А это костюм лешего на карнавал. Подвиг воздушного десанта. Такая вот диорамная композиция. А вы знали, что в этом году Рязань выбрана новогодней столицей России? Я тоже только что узнала. И вот здесь такие часы. И написано 26 дней до Нового года. Там надпись «Рязань». Рязань. Часы. О, она крутится. И такой вот шар, только он пока еще не светится.
А мы оказались на пешеходной улице. Она небольшая, где-то всего лишь 150 метров. Но здесь очень много всего интересного. И главное, это памятник Евпатию Калаврату. Евпатий Калаврат – это величайший русский богатырь времен нашествия Батыя. Смотрите, двухэтажное здание из красного кирпича. Это Министерство финансов. То чувство, когда у них обычное старое здание, а не супер-мега крутая новостройка. Смотрите, небольшая Европа в центре Рязани. Что хочется сказать про Рязань? Конечно, 4 часов недостаточно, чтобы полностью посмотреть этот город. Вы успеете посмотреть только основные достопримечательности. Сам город мне очень понравился. Очень много достопримечательностей, очень много культурных объектов. Город выглядит ярко, по-новогоднему. Хочется сюда приезжать снова и снова. Еще есть там на улице, когда пойдем гулять. Опять же, ты записываешь? Да, хочу кое-что сказать. Ну, говори, потом я.